Всем доброе утро. Поскольку уже утро, дорогие мои друзья, а ваша трудяга еще работает. Да, у меня в запасе 16 лет, и я должна все успеть вам передать. Ну и не только вам, еще и практикующим людям, которым я хочу помочь практиковать еще лучше, продуктивнее, эффективнее. Сейчас я поделюсь с очень отличной чисткой для животных, каким образом можно помочь животным, домашним животным, любимцам, каким образом можно помочь людям, которые ведут свое хозяйство, чтобы их поголовье не сокращалось, чтобы они более здоровыми росли, чтобы больше было рождаемости среди сельскохозяйственных животных и так далее. Я вам уже давала защиту на животное, которую можно сделать самому. Вот подарила сегодня и сказала, что еще подарю вам чистку животного, оздоровление, помощь. Бывает иногда, что корова перестает давать молоко, вроде здоровая корова, но вот не дает молока и все. Может быть, корову напугали, может быть, она съела что-то не то, может, болеет, может, сглазили. Это на месте определяет каждый практик. Начинает ни с того ни с сего куры дохнуть, там живность умирает от чего-то непонятно. Болезни нет, но умирает сглаз, зависть соседей. Либо ни с того ни с сего домашний любимец заболевает и так далее. Я думаю, что каждый практик поймет, как применять слова от слова, скажем, слово животное, и до слова там моя живность, мои животные, мой скот и так далее, который вы держите, смотря кого вы лечите. Понимаете, я думаю, что такие тонкости не нужно как бы вам подсказывать, вы сами поймете. Можно ли издалека снять? Вы знаете, есть фантом человека, есть фантом животного. Можно издалека снять, можно по фотографии снять. Можно снять по ошейнику. Но в любом случае самый эффективный метод – это вот непосредственно быть там и помочь. Если нет никакого выхода, то берите фотографии этого животного, над фотографией читайте, фотографии сжигайте. Все остальное я скажу, как еще, все остальное, как делать, каким образом. Если у вас есть возможность, если это собака, берете шерсть, клочок шерсти. Если это кошка, шерсть. Если это краткошерстная кошка, возьмите какой-нибудь ошейник этой кошки, что у него там есть. Можете взять ошейник собаки, могут вам привезти. Можете ошейник положить, начитать и ошейник отдать обратно, носить. То есть любой предмет от этого животного или фотография этого животного. Если непосредственно к животному у вас есть доступ, вы можете подойти, лучше поймете, что случилось, почему иногда идет от хозяев, иногда идет зависть к этим людям, да, и вот начинаются всякие разные проблемы. Как вылечить животное, как привести в порядок, если болезнь не определяется, вроде он здоровый, вроде он нормальный, в порядке, но он болеет, хилеет и уходит. Значит, итак, клочок шерсти, либо фотографии, в конечном итоге, если уж иного выхода нет, если человек далеко находится, либо волос животного. Фотографии и волос в конце сжигаем. Нужна, значит, вода, емкость, куда можно капать воск, соль и восковая свеча, любая. Можете церковную, может такую, какую хотите, там разницы никакой особо. Черный алтарь, черные свечи. Свечи сколько вам угодно для освещения. Делать в любое время можно, днем, ночью, когда угодно. Ритуал мой, естественно. Но
здесь употребляются имена духов, которые на Кавказе считались защитниками животных, считались покровителями животных, избавителями животных от всего. Значит, Аздам и Хасрам. И этот ритуал может провести только практик. Другим людям это проводить нельзя, потому что, еще раз говорю, что доступ к духам, доступ к более таким сферам, куда можно обращаться, есть только у практика. Остальные люди могут за свою дерзость, за свое неуважение быть наказаны. Вам это ни к чему. Итак, начали. Зажигаем восковую свечу. Просто следите за движениями моими и просто поймете, каким образом это делать. Не буду все объяснять и говорить. Я считаю, что практикам объяснять ничего не надо. Они сами догадываются, доходят, понимают, каким образом делать. И объяснять можно простым людям, чтобы они все правильно сделали, чтобы у них получалось. А практику незачем объяснение. Соль, вода. Если я должна разжевывать и полностью говорить, значит, человеку незачем практиковать. Согласны? А человек практикующий уже сам знает, у него опыт должен быть более-менее. Итак, вот так капаем и читаем. Богами создан, ими душой наделен, но язык не мой. Слово не скажет, место больное не укажет. Рекой водной, воском чистым, солью горючей, язык раскрою. Рану увижу, да излечу, порчу изничтожу. Боль твою на воск тяну, слезами воска хворь, воду капай, солью посыплю, болезнь сниму, навек убью, сойди на воск, потом на соль. В воде утони, да навеки хворь и сдохни. Название животного. Корову, например. Освободи. Кто сглазил, тому с глаз выколю. Кто проклял, тому сердце вырву. Кто наслал, тому черная тьма. Сойди на воск, потом на соль. В воде утони, да навек хворь и сдохни. Аздам, Хасрам, духи-защитники, зверей, птиц, рыб, насекомых, снимите с коровы задел гиблый, али с глаз, али хворь, али зависть людская, али болезнь окаянная, оживите корову на радость хозяину. Заклято. Воск полностью капаете и читайте. Пока вот хватит воска, столько раз капайте, читайте, солите этот воск, опять начитывайте. В конце воду вылить на землю, говорить со словами «Откуль пришла, туда ушла». Воск вынимаете, значит, заворачиваете в черную ткань. Можно темного цвета, любую ткань, только темного цвета. Не цветастую, не белые и так далее. Значит, закапываете в землю, оставляйте там кусок хлеба, вот сверху ложите, прям закопали, сверху положили хлеб, отвернулись и ушли. И в течение года не отдавать из дома соль, хлеб и деньги до 7 вечера. Ой, после 7 вечера, извиняюсь. После 7 вечера не отдавать. До этого можете, после не отдавать целый год, чтобы эта болезнь напасть к вам не вернулась. Оздоровится скотина, оздоровится полностью, хозяйство воспрянет, хозяйство станет лучше намного, рождаемость животных увеличится. Если это домашний питомец, он оздоровится и дольше проживет. Это в том случае, когда невозможно просто ветеринарную помощь, то есть найти, или просто ветеринары не находят причину. Вот не понимает, в чем причина. То есть животное не болеет, но почему-то хворает, хилеет и уходит. Понимаете меня? Это уже означает, что мы должны вмешаться.
Никогда не вмешивайтесь в работу врачей. Врачи должны делать свое дело. Если нужно лечение, отправляйте лечить. Но если вы понимаете, что лечение не помогает, и все равно животное гибнет, вот это сделаете. Еще раз говорю, либо берете любой предмет у животного, скажем, там ошейник, если это лошадь, в конце концов, борозду, я не знаю, либо берете, значит, клок волос, либо фотографию, в крайний случай, если никак невозможно. По фотографии надо будет читать 3 дня подряд. А если именно непосредственно животное, то прям в первый день помогает. В конце ритуала, когда все начитали, воск завернули, сжигаем, значит, фотографии, если у вас, или сжигаем волосы, если у вас есть. Если у вас ошейник или что-либо другое, отдаем хозяину, чтобы лошадь или там собака носила. Значит, ошейник обратно одевали. Пользуйтесь этим ритуалом. Это очень сильно испробованный ритуал. Отлично работает. Удачи вам.